заболело у меня плечо после студенческой волейбольной лиги. Вот. И я дал паузу после соревнования, но у меня как-то, потом не болело, а потом буквально через неделю снова заболело, но я, не обращал на это внимания, но думал, после вот тренировки так чуть-чуть болит и все. Вот, потом она начала болеть все сильнее, плечо, и я обратился к врачу, сделали УЗИ, рентгены, прописали мне всякие компрессы, мази. Сначала думали, что у меня повреждено сухожилие. Вот, потом лечили сухожилие, потом сказали периатрит, что ли, лечили от этого, и, в общем, ничего не помогало, плечо до сих пор болит. И в итоге выяснилось, что у меня прокачалась вот передняя часть дельты вот на плече, и оно как-то поменяло плечо, ход движения, что у меня даже ограничения движения стали на плече, рука по-другому немного двигалась, вот. И сказали, качайте вот среднюю дельту и заднюю, и должно пройти со временем. В общем, качаю я, стараюсь, тренируюсь, пока не проходит. Вот. И все, я думаю, из-за того, что у меня неправильная техника нападающего удара, потому что я посмотрел вот на видео, и там, совершенно другая техника. И мы все-таки, когда я пришел в волейбол 3 года назад, мне технику особо никто не ставил. Просто как вот, стал бить, так и, продолжаю. Вот. Такая вот история. Судя по твоему рассказу, как ты говоришь, начал заниматься поздновато этим делом, да? И вот я так думаю, что вот ты понял вопрос, что неправильная техника, безусловно, может быть, это и сказывается на твоей травме, потому что существует такая техника, чтобы, мышцы работали не напряженные в состоянии таком, видимо, тут проблема в том, что, может быть, замах немножко неправильный поставили, да, вернее, не поставили, а вынужден ты был это делать, и, возможно, ты сделал такое движение, которое, противоречит технике нападающего удара, который мы готовим не через сетку, а просто на месте, допустим, у стены готовим, руку ставим, рука должна быть, естественно, прямая, да, но замах должен быть тоже своеобразным таким, локоточек должен отводиться в сторону, как ты замечал, это положение так называемого лука натянутого, да, видимо. Но я не думаю, что в этом особая проблема, что плечо именно от этого болит, от плохой техники нападающего удара. Видимо, просто-напросто, резкие движения, во-первых, так, а если мышцы не готовы к этому, то, возможно, и получилось такое, состояние. И судя по тому, какие советы врачи дают, то они, видимо, посмотрели на этом УЗИ, так, и просто-напросто, видимо, идет вариант травматического плана. И часто они именно рекомендуют как-то закачивать все вот это состояние. Вот я как-то знаю, что спина у некоторых болит, то же самое, дернулся резко, да, и они рекомендуют это все дело тоже закачивать. Просто-напросто делать через силу, через усилия. Но я думаю, что в настоящей ситуации, может быть, просто время необходимо, чтобы все это прошло. А что касается техники, над ней можно поработать. Потому что желание большое, нападать сильно, но, видимо, мышцы к этому не готовы, потому что я уже тот же самый вариант как-то проходил, был мальчик у меня то же самое. Как говорится, мышцы не готовы к этому, да, а человек, стремится показать все свое мастерство. А нужно просто к этому идти, что называется, от простого к сложному. Вот так вот, вот так я нападаю. И вот сейчас даже чувствую небольшую боль.
Ну ты вот, Отвожу. вот Но я видишь, щас очень ты вот слабо. отводишь плечо, да? А нужно локоточек отвести, наверное, да, Виталий Павлович? И поэтому, Виталий Павлович тоже заснимет. Покажите, Виталий Павлович. Вот я здесь. Вот. Это- А потом, А ты- а потом отсюда. ты стараешься- Не. Вот, смотри. Лёш, а ты стараешься Смотри за мной медленно. а ты стараешься плечо Виталий Павлович, отвести. покажите еще раз И зрителям. поэтому у тебя получается... Вот так. Нет, так это ты будешь сбивать на уровне лба. Ты будешь сбивать на уровне. Ударь, я как бы стараюсь за мячом тянуться. Вот. То есть здесь ты отвел руку, потом локоть пошел вверх, локоть ты выше головы прям. И вот тут начинается удар. Ну, вот где-то ты, где-то Нет. так. Вот. Еще раз покажи, Леш, покажи, как ты делаешь. Так. Юрий Георгиевич, что еще можно посоветовать? Ну тебе нужно, наверное, просто локоточек поактивней отвести, он тогда потащит за собой Да. все остальное, да. Да. А у тебя получается, ты стараешься плечо сразу убрать, и у тебя эта нагрузка идет немножко специфически. Кто учил, я не У знаю, меня кто именно там. вот на замахе, вот на резком движении, Да, когда да, при конечно. выпрямлении она вообще Конечно. не болит. А резкие движения, оно у тебя так и будет. Тейп тогда надо. А? Тейп делать. Я пробовал тейпы, я все лето с помогает, тейпами да? ходил и не помогает. Ну, это. Мне вот именно вот эта мышца, она как бы все повреждает, как бы все сухожилия. Значит, всё может быть, плечо. неправильно тейп наложил. Дело в том, что Нет, мне надо- вот наклад... Ну, сначала я У сам меня есть по вон там- видео, У меня там есть вот тейп, эта штучка для плеча. а потом мне уже помогал, ну, как бы мастер. уже Суппорт всё какой-то, что ли? делал. А? Суппорт. Ну, И я не знаю, уже я ни всё разу хорошо не пользовался. накладывал. Ну ты как тейп делал? Вот, смотри, вот сюда. Я делал Ленту. вот так вот так И так? и вот так вот. Так, а сюда у тебя она заходила? Да. Вот так, сюда, здесь соединение как бы должно быть. Да, здесь у меня был крест такой, и Да. да, у меня даже вот загар остался вот Ага. белый. О, И вот это. видимо, это Сначала мы лишь, по да? видео как бы смотрели, Не, с вами ты накладывали, а такой, потом знаешь, уже... Нет, это понятно, это понятно. А это я ни разу не видел такого, я не знаю чего. Это, Вот видимо, есть тоже. такой суппорт, фиксатор плеча. Я никак сам даже не... Это плечо или А локоть? он эластичный, да? Да. Ага. Вот я не знаю, как тут тоже. Ну просто фиксируется, да, и играешь с ним. Ну, фиксируется немножко. С той стороны. Вот такая штучка есть у Юрия Георгиевича. Все есть у Юрия Георгиевича, понимаешь? Он ведь не готовился, смотрите, зрители. Это все спонтанно сказали и появилось, как фокусник. Да прям. Покажите, вот какой этот суппорт для плеча, покажите вот крупным планом. Ну вообще, вот так разверните, как он выглядит. Вот лишь такой тебе, тип такого суппорта еще тебе надо. Да? Да, вот на первый А здесь у нас учился. Это я а где Так. ты вообще? Как? Из Лежинского района. Из Дежинска? Он самоучка, он в студенческом возрасте начал заниматься. А что там за Лежин ты играл, наверное, приезжался, вот за школьников, наверное, играл, да нет? Но в Лежнем мы играли, как бы. Нет, а вот перец, ты вот знаешь, как здесь проходит у нас среди перец города, среди школьников там? Или вы, Нет, мы не вы только играли. район играли, вы, Да, наверное, только вы район. не смогли выйти. Они да, не там. попали, наверное. Не да? попадали. Я бы его заметил. Ладно, успехов тебе. Спасибо. Вот я не знаю, вот давай-ка. Я тебе дам эту штучку, ты попробуй ее. Может там Анатолий Васильевич. Надо просто это показать их для меня. Ну, это приспособление, наверное, для... Ну, в принципе, хорошая штука. Вот медицина сейчас, ну, допустим, суппорты плеча, лок, допустим. Ну, вот, Что еще ну, раз? чтобы тебе суппорт купить вот такой, или просто попробовать, Юрий Георгиевич даст. Хорошо. Это поддержка называется. Я то не есть. знаю, попробуй, если, так сказать, не приспособиться там что-то. Это вот пояс. Ну, поезд-то не надо, ну, только... Это пояс. Да, это, конечно, Показывай еще раз. расслабить надо, да. Да, тебе надо Замахнись. локоточек сначала потащить, а потом уже, значит, локоточек, а потом сверху накрыть. А ты стараешься, видимо, сразу локоть, плечо отвести, так? А локоть у тебя остается, значит, неподвижно. А нужно вот это вот именно просто не закрепощаться, а локоточек и снимать повыше. Сразу вынимать повыше. А ты, видимо, стараешься вложить всю свою силу. Вот. Леш, покажи еще раз, как ты делаешь. Вот. Как я делал Да, раньше? ну, как ты делал. Ну, вот. Вот Ну, так то есть, вот. с учетом того, что он играет первого темпа, то есть он игрок первого Ну, темпа. понятно. Вот так вот. И, кстати, про игрока первого темпа, да, вот, на всех фотографиях, вот, если взять
того же нашего олимпийского чемпиона Александра Савина, двухметрового, так, который из Обнинска, олимпийский чемпион, вместе с нашим земляком играл, с Ермиловым Александром. У него вообще на всех фотографиях вот здесь локоть висит. Вот. Это значит, он достигал за счет чего? А ты, видимо, стараешься, у тебя получается рычаг прямой, да, и он как бы закрепощается, да. А тут, получается, он вот локоть убирает, он может мяч в любой точке сшибить. А если вот такую руку сильнее поднимать прямую, замахиваться плечом, да, то мяч, который уже, допустим, ниже, чем траектория сетки, да, вернее, высота сетки, он его уже не сшибает. А он любой мяч может сшибить вот с таким замахом. И здесь, и повыше потянуться, естественно. А такой рукой, вот чуть занизили передачу, уже получается, как бы отсутствует этот вот, так сказать, замах, так называемый. Вот. Так что я думаю, что надо просто полечить, да, а технику можно поработать, поставить, прийти, мячи набивные покидать, теннисные мячи можно покидать, чтобы вот это, именно вот этот суставчик был поактивнее. Я вот так вижу, что вроде закрепощенный, по-моему. Вот именно плечевой сустав у тебя, как бы ты боишься, естественно, да. Ну теперь, да, уже замахиваться больно, Да, страшно. конечно, да. Так что поработаем. Хотел бы вам сказать большое спасибо, что вызвались, уделили мне время свое, что вот помогаете мне. Спасибо вам. Я всегда рад помочь. Спасибо вам, Юрий Георгиевич, за ваше доброе сердце, серьезно говорю. Добрее человек просто нет. Я просто вот случай тоже расскажу зрителям, заодно вам. В общем, когда там, я же тоже занимался Юрием Георгиевичем Беляевым, я увлекался футболом. У меня была проблема, где бы мне найти газету «Футбол, хоккей». Вот Юрий Георгиевич, тогда был страшный дефицит. 2 года сделал мне подписку на «Футбол, хоккей». И я был вообще школьник был, то есть это фактически только для элиты тогда можно было выпустить эту газету. И вот Юрий Георгиевич помог это сделать. Юрий Георгиевич, спасибо еще раз. Помните такое? Было делаете? Припоминаем. Ну все, спасибо.